Всем привет, вы на канале Ретро Чайник, и сегодня я решил взять интервью у знаменитого человека, который сделал мега свечу. И я думаю, вы его знаете, а если не знаете, я думаю, будет интересно послушать, кто это, что он делает и какие у него прикольные штуки по нашей старушке Sega Mega Drive 2. Давайте приступим. Привет, пожалуйста, представься, как тебя зовут? Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте, зрители, друзья и подписчики. Меня зовут Станислав Пархамович. Многие меня знают как Альтмер. Блог у меня блог Альтмера, и там, собственно, я рассказываю всяко разные технические моменты, связанные в основном с моддингом ретро-консолей. Ну, а чаще всего я работаю с Мегадрайвом. А чем вы занимаетесь в свободное время? Какое ваше хобби, ваше увлечение? Ну, как такового свободного времени у меня нет, так как все силы, которые у меня есть, я стараюсь пускать в свое любимое дело. Дело в том, что моддинг ретро-консолей, как очевидно, это изначально было хобби, которое плавно переросло, ну, можно сказать, в любимое дело, увлечение. И такого понятия, как хобби, наверное, нет. Оно осталось в тех вещах, которые я делаю ради того, чтобы расслабиться, возможно. Ну да, я люблю играть в какие-то конкретные игры. Ну, не знаю, последняя игрушка, например, была Sonic Unleash на Xbox 360. Ну, наверное, хобби это все-таки Соники. А основной род деятельности это моддинг ретро-консолей. Сразу давай перейдем к делу и расскажи, почему ты решил модифицировать нашу старушку Сегу. Ну, дело в том, что к моддингу консолей я пришел не сразу. Я проделал определенный путь. Где-то году, наверное, в 2014 меня вообще заинтересовала тема правильной игры на эмуляторах, так как в прошлом я такой, можно сказать, заядлый эмуляторщик. И я был против консолей, хотя позже я перешел на эту темную сторону. Вот. Я играл в эмуляторы Мегадрайва, Dreamcast, чего там еще, Супер Nintendo я практически не играл. И я очень быстро понял, что эмулятор это очень классная штука, но ей не хватает вот аутентичности в плане тактильных ощущений, ну то есть геймпада не хватает. И меня заинтересовала тема, есть ли возможность достать геймпад шестикнопочный, как был в детстве. На что рынок на тот момент никак не мог ответить. То есть не было нормальных, достойных геймпадов. И я заинтересовался созданием именно компьютерного геймпада, который внешне и по ощущениям напоминал именно тот самый сеговский геймпад. И именно этому посвящено первое видео на канале. Это, правда, перезалив был. Перед этим я уже не помню, по какой причине я его перезаливал, но это именно видео 2014 года. Очень быстро... Так вот, после того, когда я предложил, точнее выставил такую вот свою поделку, люди начали обращаться с тем, чтобы я и им тоже как бы собрал нечто подобное. То есть изначально инициатором ну, как бы производства для других людей был не я, люди меня сами начали просить. И я очень быстро понял, что людям что-то нужно, они что-то хотят, и я могу это сделать. Почему бы это не сделать ну, там, за какую-то символическую сумму, тем более по тем меркам, и с теми людьми, с которыми я общался, люди готовы были платить очень маленькие суммы, и нужно было... Ну, то есть это практически за даром я это все делал, покупал детали, там, травил 2 дня на все это, как бы тратил, и в итоге, ну, это было просто хобби, по большей части. Вот. Потом очень быстро выяснилось, что люди, которые сидят на эмуляторе, я так как будто на наркоте какой-то, люди, которые вот больше всего пользуются эмулятором, это
не такой большой процент, как я думал, а вот людей, которые пользуются консолями, гораздо больше. И вот они хотели, чтобы что-то можно было сделать для консоли. То есть я уже не говорю о как бы переходниках, которые были тоже, как бы, когда компьютерные джойстики как бы как идея исчерпали себя, люди попросили переходники, то есть USB-шные переходники, ты вставляешь оригинальный геймпад. То есть это была некая такая переходная ступенька, что люди все-таки пытались сохранить геймпад. Не хотели люди разбирать оригинальные старые геймпады и вставлять туда компьютерную платку с USB-интерфейсом. То есть люди хотели все-таки сохранить. То есть уже были какие-то некие зачатки аутентичности, стремления к аутентичности. И плавно, потихонечку, через переходники я перешел на консоли. И начал интересоваться, ну а что же нужно людям, чего же они хотят на консолях. И очень остро в нашем регионе стоял вопрос о региональности. Ну, кто не в теме, то у нас-то все играли в 50 герцах, а в Америке и Японии играли в 60 герцах. И уже в эпоху эмуляторов и эпоху доступности товаров там через eBay и так далее, люди поняли, что 50 Гц это не очень хорошо. Это неинтересно, когда у тебя есть картинка на весь экран. То есть у американцев картинка была развернута на весь экран. Не было черных полосок сверху и снизу. То есть letterbox это называется. Вот. И у людей в нашем регионе остро стоял вопрос модификации на 60 Гц. Вот. И вот так вот я перешел на консоли. То есть была потребность у людей, и я начал интересоваться, какая конкретно была потребность. Вот. И можно сказать, я начал интересоваться, как правильно переводить консоли в 60 Гц, какие есть правила перевода, есть ли какие-то там правдивые переводы в 60 Гц, неправдивые переводы, ну там true, да, или как правильно там сказать. Так как в Америке, ну или на Западе в целом, существовал такой мод, назывался он switchless мод. Ну, дословно, это, я так понимаю, беспереключательный мод. Это когда устанавливается микроконтроллер, и регион переводится через кнопочку Reset. То есть ты нажимаешь, и регион автоматически переключается. И это было актуально для них, потому что в большинстве своем они пользовались RGB кабелями. То есть это сверхчеткая картинка, но это не для нас. В нашем регионе RGB кабелями не пользовались, то есть в основном пользовались только колокольчиками, то есть это композитный обыкновенный сигнал. И вот такой вот примитивный простой мод, когда ты просто микроконтроллером щелкаешь регионы и переключаешь эту самую герцовку, это приводит к тому, что 60-герцные игры работают в черно-белом цвете. И этот мод я никогда не считал хорошим. Я об этом уже рассказывал на своем лайв-канале. Уже не помню, где я только это не упоминал. В общем, я никогда не считал switchless мод американский чем-то нормальным. Потому что он оставлял базовый генератор, который находился в конкретном регионе. И если ты 50-герцную приставку переводишь в 60 Гц, то как бы сказать, все равно она работает чуточку, немножечко медленнее, чем настоящая американская приставка. И меня это, конечно же, не устраивало. Ну а самое главное, то, что на колокольчике терялась цветность. Это был не наш вариант, не нашего региона. И я пошел по своему собственному пути. Я нашел тогда на AliExpress генераторы американских консолей, такие, как были в американских консолях, и начал делать переключатели. Просто вот тупо обыкновенными тумблерами переключал между генераторами и регионами. То есть
в этом никакой микроконтроллер не участвовал. Вот. И позже я все-таки придумал способ, как с помощью электроники это все делать, то есть не механическим способом, а электронным. Использовал мультиплексор для всего этого дела. И все это выросло в первый мой уже Switchless мод от Altmira. Вот. Название Switchless я взял чисто из популярности, потому что в среде ретрогеймеров этот мод беспереключательный, он как бы на слуху, ну и в принципе его идея тоже совпадала. Управление было через ресет, но мы переключались между настоящими правдивыми регионами с настоящей цветностью на колокольчиках и RGB. То есть вот таким образом как бы я перешел на Switchless мод. Именно первой своей ревизии там еще не было никаких дополнительных видеостандартов и разгона центрального процессора. Вот. Позже эти штуки я добавил. Я добавил PAL60, именно синхронный PAL60. Об этом видеостандарте я наиподробнейшее видео на своем канале сделал. О разгоне центрального процессора тоже. Значит, все это максимально доступно, я объяснил, с видеодемонстрацией. Почему PAL60 работает правильно, почему он работает синхронно. Все это есть, так что сейчас мы не будем вдаваться в подробности. Значит, и этот мод я назвал как Switchless мод 2.0 от Altmira. То есть, опять же, название то, которое было на слуху, но вся начинка, вся идея, это была целиком моя. Так что Switchless это был мод, который второй ревизии. Этот мод я анонсировал примерно год назад, может уже чуть-чуть больше, неважно. Вот. И это была, как бы это назовем так, хит регионального перевода, плюс видеостандарты, плюс разгон центрального процессора, тоже о нем, кстати, отдельное видео есть. Вот. А текущий проект это Mega Switch, то есть это следующий мод, который взял все самое лучшее с Switchless мода второй ревизии, это улучшил, и все это я сделал на другом уже железе, на микросхеме Please Altera. Значит, присутствует визуальный интерфейс, менюшка, в котором все вот эти вот возможности, регионы настоящие мы можем переключать. Соответственно, видеостандарты. Все в лучших, так сказать, традициях Switchless 2, плюс еще и интерфейс. Так что, в принципе, вот как вкратце, да, я дошел до консолей. Вот так вот, через эмуляторы. Если вы собирали игры, то расскажи, с какой игры началась ваша коллекция? Вот как раз я и убегаю от вот этого определения коллекционер, потому что я считаю, что это все-таки нездоровая страсть собирать игры в таком в огромном количестве. И мне бы очень этого не хотелось. И я все-таки стараюсь собирать то, что я хотел бы пройти, то, что я хочу, во что я хочу играть. У меня довольно мало игр, которые я с удовольствием прохожу, допустим, и сейчас. И это не обязательно я прохожу их до конца. Мне первые 2-3 уровня достаточно. Там, тот же Doom Troopers. 2-3 уровня до Венеры там, или до следующей планеты дойти мне вполне достаточно. Все, дальше мне не нужно там тратить 2-3 часа на прохождение. Мне это не нужно, просто мне не доставляет это удовольствие. Road Rush там поездить немножечко, 3.
что там, Соник 2 уровней 5-6 пройти, там, третий Соник пройти по-быстрому, третий полный вместе с Sonic and Knuckles, ну, я его проходил только 2-3 раза, наверное, слишком он длинный. Ну, из современных игр, ну, это, опять же, долгий список, я не знаю, насколько это актуально, ну, если по 4-му PlayStation, конечно же, Horizon. То, во что я все время буду играть, это Детройт. Я вот уже 2,5 раза его прошел. Это просто обалденнейшая игрушка. Даже хотел на лайв-канале снять отдельный обзор. Не то, что обзор, это неправильно. Я не люблю обзоры. Некое свое мнение об этой игрушке хотел рассказать. Ну, если, конечно, оно кому-то интересно. Что там? Ну, наверное, Need for Speed 2015 года просто включаю, пару-тройку трасс прохожу и выключаю, и все. И вот так вот периодически. И это обалденная штука, в которой я, наверное, уже 50 часов наиграл. Ну классные вещи. По 360-му Xbox, ну, я уже сказал, Sonic Generations, Sonic Unleashed, вот пытаюсь его пройти, то его на 3-м PlayStation проходил, теперь вот на этом. Расскажи, пожалуйста, о своей первой игре, которую ты помнишь. Ну, самая первая игрушка началась со второй волны, когда я начал интересоваться Мегадрайвом. Эта волна была в 2005 году. Дело в том, что к концу 90-х, начало 2000-х Мегадрайвы уже никому не были нужны. Все массово переходили либо на PlayStation, либо на ПК, ну, кто побогаче, естественно, на ПК, и массово выбрасывались мегадрайвы и Денди. Их на радиорынке можно было купить за символические какие-то копейки, там 3-4 сломанных приставки ты мог купить и там собрать из 3 одну, допустим. И все мои попытки заиметь Мегадрайв попали именно на то самое время, когда их массово выбрасывали. Вот, Мегадрайвы, поэтому вовремя попасть в струю с Мегадрайвами у меня в свое время не получилось. То есть тогда, когда в максимальном тренде был Мегадрайв, вот, поэтому немножечко со временем уже, когда начались компьютерные клубы и интерес многих перешел именно туда, в какой-то момент я понял, что все-таки нужно вернуться к Мегадрайву, так как это то, чего мне в тот момент, когда это нужно было, все-таки не хватало. Вот. И я, как-то мы разговорились с соседом, через 2 дома, вот тут вот он живет, как-то я у него спросил, говорю, а у тебя есть, или, может, ты помнишь, играл в Сегу, может, она у тебя осталась или еще что-то. И он говорит, да, у меня, говорит, осталась эта Sega Mega Drive, говорит, даже еще с коробкой, с картридж тебе дам. Я говорю, слушай, ну, блин, давай обязательно мне эту штучку, я у тебя обязательно это все куплю. Это уже, говорю, 2005 год был, когда это все массово, уже не нужно это все было. На 2003 год уже, наверное, в каждой семье был компьютер. И на меня смотрели очень странно, когда я интересовался старым, ненужным, неактуальным железом. Вот. И с той приставкой был картридж Sonic 3. Естественно, пиратский. Естественно, приставка пиратская, но она у меня сохранилась до сих пор. Я ее держу, наверное, как первая моя приставка, которую все-таки сохранил. И с чего началась моя вообще консольная история. По-нормальному уже началась, когда я сознательно к этому пришел. То есть это Sonic 3, который неоднократно был и в моих обзорах. Я при тестах его постоянно использую. Именно эта первая игрушка все время, можно сказать, со мной. Расскажи, пожалуйста, о своей любимой консоли или игре, неважно, старая она или новая. Какая ваша любимая консоль? Самая любимая консоль это Sega Mega Drive, как ни странно. Вообще,
как и все, наверное, кто примерно моего возраста, ну, плюс-минус 5 лет, знакомы и с Dendy, и с Sega, и с Mega Drive, естественно. И те, кто были попроще, ну, собственно, с кем я, собственно, и дружил, и я, собственно, точно такой же, те, кто были попроще, у них была Dendy, ну, а те, кто уже немного побогаче, у тех ребят, конечно, были, у кого родители, естественно, побогаче, имеется в виду. У тех были Сеги, вот, и напроситься на поиграть в Сегу, это была целая история, поэтому, конечно же, вначале хотелось Dendy. Но потом настолько эмоционально на меня воздействовала Sega тем, что, как бы сказать, это реально живой мультик. Вот по стилю рисования игр на Sega это действительно живой мультик. То есть Аладдины вот всевозможные, Червяк Джим. Ну, лично на меня воздействовал очень сильно Sonic 2 и вот это вот черепашки Hyperstone Heist. Это реально был оживший мультик, который вот я реально черепашек очень любил, именно 88 года. Другие черепашки там 2003-го, а особенно те, которые дальше пошли новодельные, это такой бред, который я вообще не признаю. Не потому что я консерватор, а потому что это, ну, как для дебилов просто мультики. Так как есть возможность сравнить в эпоху интернета, посмотреть там, да, старый вариант, новый вариант. Так вот, в мультике 88 года черепахи не вели себя как дебилы. Вот. Ну, неважно. Стиль мультипликации на Мегадрайве мне очень нравится. Именно тогда, когда я познакомился с Мегадрайвом, он очень сильно на меня воздействовал вот так вот внешне, и до сих пор это все вот на меня действует, можно сказать так. Поэтому самая любимая консоль, конечно, Mega Drive. И, конечно же, по счастливому совпадению мне сейчас удается работать и разрабатывать моды именно для своей любимой консоли. Просто так совпало. Ну, как-то так. У вас есть проект Mega Switch. До этого был Mega Switch Sound Mod. Сколько лет вы им занимались? Нет, не совсем это корректный вопрос, в корне неверный. Перед этим я рассказал, что было до Mega Switch. Mega Switch анонсировал я только сейчас, 1 марта я это сделал, сейчас он какой, 17 число, ну, практически 2 недели назад я анонсировал Mega Switch. Это устройство, которое расширяет базовые возможности консоли. То есть у консоли появляется внутри сразу 3 оригинальных консоли, плюс дополнительные видеостандарты PAL60, NTSC 443. Все это работает в цвете, что на колокольчиках, что на RGB. Плюс там есть 2 дополнительных частоты разгона центрального процессора 8,9 МГц и 10,6 МГц. И, возможно, плюс все это с визуальной менюшкой, которая управляется через геймпад. И в этой менюшке есть еще пункт меню, в котором можно выбрать тип звучания. А вот как раз за звучание отвечает дополнительный модуль, ну, Mega Switch, не так, Sound Mod, можно это так назвать. И в этом модуле отдельном, то есть этот модуль может работать в скором времени, он будет работать и с Switchless, но 2.5 версии. И он также работает с Mega Switch. То есть через менюшку мы можем выставлять тип звучания. Значит, нефильтрованный, линейный. То есть это когда никакие частоты никуда не задавлены, не завалены. То есть абсолютно ровное звучание. Как звуковой чип
все проиграл, так это все и усиливается. Никаких изменений мы не делаем. И тип звучания модель 1. Об этих двух типах звучания есть отдельный видос, все это можно увидеть, послушать. Модель 1 очень точно совпадает по звучанию с Мегадрайвом 1. Я очень старался, очень много времени этому уделил. Теперь, что касается, значит, времени, сколько все это разрабатывалось. Значит, разработка мега-свитча и саунд-мода началась где-то месяцев 5 назад. Значит, саунд-модуль разрабатывался с большим перерывом. То есть вначале где-то месяц-полтора разрабатывался звук, потом все это я поставил на паузу, пока не пришла Sega CD, и все это время практически до анонса я занимался мега-свитчом, то есть вот этой вот визуальной менюшкой и плюс внутренняя механика на новом железе. Все это нужно было сделать. И также новые дополнительные вещи нужно было осваивать и внедрять. Поэтому месяца 4, наверное, может быть 3, ну плюс-минус, разрабатывался мега-свитч. Ну и примерно месяц, возможно, полтора разрабатывался звук. Ну, очень злобный вопросик сейчас будет, наверное, звучать из серии того, что ценообразование на свою продукцию, как она складывается, из чего, почему именно такая цена на моддинг, ну не на моддинг, на платы вот эти. Ну, вообще, тема обсуждения цены, саму тему я бы не хотел, я не знаю, как сказать, уходить в философию, так как после ценообразования очень быстро разговор скатывается в философию. Дорого, дешево и так далее. Я скажу просто. Есть себестоимость, естественно, определенная, то есть цена деталей, доставка конкретно ко мне. И поскольку у меня не опт, то есть у меня малый тираж, то цена на устройство, конечно, не дешевая, довольно дорогая, даже в себестоимости. То есть себестоимость плюс, ну, примерно 50% накрутки. То есть, ну, примерно такая получается цена. Точнее, так примерно я формирую цену практически на все, что я делаю. Вот. Естественно, сами технические решения, которые я применяю, что в свитчлессе, что в мега-свитче, это некий технический минимум. То есть моя задача не удешевить до такого минимума, чтобы, то есть до таких пределов, которые приведут, скажем так, к ухудшению каких-то технических характеристик. Если нужно было разделить моды, разделить switchless мод 2.0 на 3 модуля, опять же, по техническим правилам, по техническим условиям, я это сделал, несмотря на то, что это удорожило конечный продукт. То есть, если бы я все это сделал на одном модуле, удешевив это все, да, я сэкономил бы там определенную сумму, да, итоговая цена была бы меньше, но помехоустойчивость, длинные провода нельзя делать, опять же. Ну, то есть, такие моменты, которые вынуждают разделять модули, я их соблюдаю. Точно так же и в мега-свитче. Я не беру там какие-то ну не то чтобы бракованные детали, ну, например, можно было с Алиэкспресса взять дешевые плиски, плиз-микросхемы, или дешевые микроконтроллеры. Да, поначалу, допустим, я, когда еще во времена switchless мода, я, допустим, взял партию микроконтроллеров, которые, допустим, дешевые были в несколько раз, чем в Украине, и при проверках не работали сохранения. То есть в какой-то момент я начал понимать, что мне гораздо легче
переплатить и купить у нас уже проверенные микроконтроллеры в нормальных официальных магазинах, чем я буду брать непонятно что на Алиэкспресс и сам тестировать. И опять же, тестировать будут уже, допустим, не только я, потому что я делаю только первичный тест, а уже непосредственно сам клиент. Зачем мне это нужно? Чтобы через какое-то время мне человек пришел и сказал, что там что-то не работает или работает оно со сбоями, это мне, например, это не нужно. Поэтому, да, с удорожанием, но я беру проверенные детали. Ну и, собственно, вот так получается цена. Второй же вопрос, злободневный, наверное. Вы хотите получить какую-то выгоду от того, что делаете Mega Switch, или дать новую жизнь нашей старушке Сеге? Ну, конечно же, я хочу нажиться. Вот вопрос, наверное, чисто от меня будет. Вот если я ни разу не держал паяльник в руках, как сложно мне будет установить этот мод на свою Сегу? Это вопрос спорный. Людям, которые вообще не умеют паять, я не рекомендовал бы заниматься установкой модификации. Очень часто люди это доверяют тому, кто уже набил руку. В принципе, ничего нет невозможного, и любой человек через определенное время сможет как бы паять так, как нужно, на нужном уровне и лучше меня и так далее. Я тоже набил руку, просто определенное время нужно потратить на тренировки. Просто люди, которые этому мало посвящают времени, могут просто все испортить, там, поотрывать дорожки. Ну, зачем им это нужно? Поэтому по инструкции, конечно, это можно сделать, но желательно иметь опыт пайки. Если у вас опыта пайки нет вообще, то за это браться не стоит. А если вы как-то примитивно, но все-таки паяете, конечно, инструкции в личных сообщениях я даю. В принципе, что касается Switchless мода 2, эти инструкции я выкладывал свободно в группе ВКонтакте, там была отдельная тема для этого, поэтому все там есть. Вот. Все это возможно, если у вас есть минимальный опыт пайки. Ну вот смотри, а если, например, вот я криворукий чайник и все-таки я не умею паять, я могу к тебе обратиться, чтобы ты сделал этот мод сам, помог мне? Да, конечно же, ко мне можно обратиться для того, чтобы установить плату, также перед этим посоветоваться, нужно ли это вам вообще или не нужно, так как не все видео напрямую отвечают на этот вопрос. Часто бывает, что люди обращаются не совсем даже понимая, что им нужно на самом деле. Ну, то есть у каждого ведь свои какие-то требования, свои взгляды и на модификацию, и на оригиналы, какими они должны быть. Поэтому, в общем, в процессе общения это становится ясно. Поэтому, да, конечно же, обращайтесь в личных сообщениях, там уже вы определитесь, что вам нужно на самом деле. Ну, либо, посмотрев видео, вы уже точно знаете, что вам это нужно, и, конечно же, обращайтесь. Я точно знаю, что твоя любимая игра... Ой, я точно знаю, что твой любимый фильм «Терминатор 2». Почему? Ну, как сказать, да, у меня много разных любимых фильмов, но со временем я понял, что именно «Терминатор 2» мне нравится больше всего. Ну, естественно, это был в свое время мейнстрим, все его смотрели, всем он очень нравился. Фильм этот показывали везде, по всем каналам, могли показывать даже 3 раза на неделю. Было такое даже время, что вот каждую субботу его показывали. Вот, поэтому сам фильм довольно интересный, со своей определенной философией, которая, можно сказать, повлияла и на меня. Не хотел бы я вдаваться в эти подробности, вряд ли они сейчас актуальны и интересны, вот, так как развитие нейросетей кардинально меняет восприятие вообще вот окружающего мира, восприятие технологий. И тогда, в то время,
наверное, середина 90-х, возможно, и ближе к 2000-м, опасность и боязнь нейросетей была более как бы усилена, что ли, вот под такими подобными фильмами. И то, что искусственному интеллекту не нужно давать слишком много полномочий, это вот было довольно очевидно и актуально. Но сейчас, когда мы искусственному интеллекту отдаем практически, я не знаю, практически все в Гугле, мы постоянно задаем какие-то вопросы, какие-то что, а все это же завязано на нейросетях, то настолько сильно проникнет это в нашу жизнь, что уже то, ради чего нравился фильм тогда, сейчас он, наверное, уже не актуален. А, Расскажи, пожалуйста, да, уже под конец, наверное, интервью, какие проекты мы можем увидеть, ждать, что-то новенькое, может, что-то интересное ты придумал или уже в проекте есть. Расскажи, что нового ждать от проектов твоих, от тебя, что новенького. А вот на этот вопрос я бы не хотел отвечать, так как по статистике примерно 70% планов отваливаются в процессе работы над ними. Весь 19 год как раз тому пример. Ну, если не считать вторую его половину, а вот первая половина 19 года, помимо того, что был удачно анонсирован и произведен Switchless Mod 2.0, все мои попытки развивать другие какие-то проекты, ну, практически все эти попытки провалились в первом полугодии. Это и Bluetooth геймпад шестикнопочный Мегадрайва и трехкнопочный. Я хотел все-таки запустить их небольшим тиражом, даже уже нашел подходящие донорские геймпады на AliExpress, которые были похожи на американские геймпады, то есть большие такие шестикнопочные. Но все это провалилось запуском от 8 бит, или как там, 8 бит до, по-моему, эта фирма называется, просто идеальные геймпады, поэтому тут просто нечего сказать. Дальше были и конвертеры, и другие проекты. В общем, все это не выстрелило, все это дальше никуда не пошло. Поэтому о планах я говорить не буду, так сказать, на всеобщее обозрение. Но планы, конечно же, есть. Фронт работы, как всегда, огромный. Есть куда двигаться, и буду стараться. Оставлю это и в интриге, и по известным и описанным причинам, так как 70% планов не сбывается, поэтому мне не хочется вас обнадеживать в том, что, возможно, не сбудется. Как-то так. Огромное спасибо, то, что ты уделил свое время, ответил на мои вопросы. Я постарался позадавать злободневные вопросы, чтобы и моим зрителям, и твоим зрителям было интересно. Не стал задавать какие-то технические вопросы, потому что, мне кажется, если человеку интересно, чем ты занимаешься, и люди захотели сами сделать мод, или с помощью твоего мода чипа нашу старушку преобразить, я думаю, они уже знают, что делать, как паять, и у них вопросов, наверное, ну, если тут даже будут вопросы, я думаю, зайдут на твой канал, ссылочка будет в описании, там есть все инструкции, все мануалы, я думаю, вопросов не будет, так что технические вопросы задаваться на интервью, мне кажется, не целесообразно. Ну вот, а такие легенькие, понять, кто ты, что ты, какое твое мышление, какие твои любимые игры, фильмы, ну, мне кажется, будет намного интересней. Так что огромное спасибо, подписываемся, ребята, на канал нашего друга, ссылка будет, опять же, как я говорил, в описании. Не забываем про меня, ставим лайки, дизлайки и ждем новых интервью, будет много интересного скоро. Всем пока-пока. Спасибо, Дмитрий, за
интервью вообще, понятие интервью и вот все вот эти вот вещи для меня очень непривычны, так как я вообще не считаю, что я какая-то там человек, у которого там, хотел сказать, личность, человек, который, у которого можно что-то там интересное узнать и так далее. Ну, в плане, я не знаю, я же там, некрасиво шучу как-то, возможно, или еще что-то. То есть я обычный человек, который старается пустить свой перфекционизм в нужное русло. Довольно верно меня характеризовал Олег Керман, когда вот недавно обозревал HDMI конвертер, что я довольно дотошно докапываюсь до каких-то моментов и очень подробно пытаюсь разбирать и, возможно, делать что-то. Вот этот мой перфекционизм в данном случае играет в плюс. А какими-то другими качествами вряд ли я обладаю, поэтому вот эти вот все подобные вещи, типа интервью и так далее, для меня вообще непривычные. Но в любом случае, мне очень приятно, что у вас появилось желание задать мне вопросы, и мне приятно было на них ответить. Все, спасибо за внимание, всем пока. Так, надеюсь, я ничего лишнего там не наговорил. Ну, а если и наговорил, то, может, это надо будет вырезать. Так, наговорил я аж на 55 минут. Ну, нифига себе. Ну, ладно. Все.